Весы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами посмотрим ваш таро-прогноз на 2025 год. Это будет год зеленой деревянной змеи. Мы оценим, что он вам принесет, чем для вас ознаменуется и какие события наиболее вероятно произойдут. Данный расклад у нас будет прогностический, то есть он указывает на события, которые, скорее всего, отыграются в вашей жизни. Но еще несколько позже я сделаю расклад, так как вы просили, на 12 домов. Он будет называться «12 задач в год змеи». Именно он вам покажет, что необходимо будет доработать, проработать, от чего избавиться. То есть будет наносить более такой рекомендационный характер. Ну и, конечно же, будем там делать с вами запечатку желания. Прежде чем приступим, напоминаю, что под каждым из видео для вашего знака зодиака в первом закрепленном комментарии инфобокс, где я оставляю ссылки на самые полезные для вас видео. Рекомендую пересмотреть расклад за 2024 год. Для чего? Это вам, во-первых, даст оценить, насколько мы с вами резонируем, понять, по какому из знаков все-таки больше отыгралась информация, по Солнцу или по асценденту. Но также вы сможете оценить, как отыгрался год у представителей вашего знака зодиака. Помимо прочего, прошу вас написать в комментариях, как это произошло, чтобы другие могли это прочесть, изучить и для себя также понять, может сделать какие-то выводы. Не будем откладывать в долгий ящик. Приступим. Работаю, как всегда, своим авторским раскладом на обеих колодах. Одна колода со старшими арканами, вторая полноценная, где я буду раскрывать ситуацию и каждую сферу жизни. Так как полотно стола на сегодняшний день мне не позволяет выложить его полноценно, то каждую сферу буду просматривать в отдельности. Поэтому вы настраиваетесь на расклад, и мы с вами приступим. Итак, весы, мои хорошие, что вас ожидает в рамках 2025 года в сфере карьеры, работы, бизнеса и учебы? Что у вас здесь? Аркан Мир. На самом деле потрясающая карта. Объясню почему. Для кого-то это завершение процессов, которые проистекали еще из 2024 года. Ну, например, завершение обучения, получение диплома, получение какой-либо квалификации, которая поможет вам раскрыть потенциал. Опять же, карта Мир может указывать о получении работы дистанционного плана, работы через интернет, работы в международных компаниях или ситуация, когда вы создаете свой сайт, блог, свои соцсети, где вы будете рассказывать о ваших товарах или услугах и презентовать себя как узкопрофильного специалиста. Будем смотреть, раскрывать, о чем говорит карта конкретно. Оценим ситуацию в целом. Так. Что мы здесь видим? Рыцарь чаш, мир и девятка жезлов. Тем более, смотрите, аркан у вас задваивается. То есть говорит о том, что эта сфера будет наиболее важной, значимой, когда карта повторяется. И здесь у кого-то будет переезд ради работы или ради обучения. Как я говорила, трудоустройство в международные компании или в международные вузы. Опять же, работа, которая может быть связана не только с нишей интернет, а с нишей логистики, грузоперевозок. Кстати, я не знаю, почему так отыгрывается, может, это будет актуально, но у многих на работу, это, знаете, как движение, то есть переезды, перемещения. Может, это будет связано с геополитической ситуацией в мире, сказать пока сложно. Но на данном этапе, если посмотреть, у вас работа несет вам стабильность. Но колода король жезлов. Это достижение ваших амбиций, это успех, это потенциал. Причем, смотрите, девятка жезлов – это ощущать себя защищенными. То есть профессия, которая для вас, по сути, является тылом. Или позволяет чувствовать себя более свободно, раскованно. По этим арканам это также ситуация, когда может быть плавающий график или нет какого-то нормированного графика. Но в любом случае здесь и дополнительное изучение языков. У кого-то, повторюсь, это могут быть частые командировки, поездки, путешествия, связанные с вашей деятельностью. Поэтому карты положительные, это факт. Ну и, конечно же, завершение обучающих процессов. В особенности для тех, как я говорю, кто-то уже поступал в вузы, то в рамках этого года можете, так сказать, прийти к логическому завершению, получить диплом, сертификат и
собой гордиться, потому что это будет не просто какая-то бумажка, это действительно тот опыт и навыки, которые вы сможете применить на практике. Оценим с вами, как отыграется каждый из этих арканов для разных социальных слоев. То есть для тех, кто работает, кто не работает и так далее. Смотрим в первую очередь для тех, кто сейчас работать по ряду причин не может. То есть мамы в декрете, неработающие пенсионеры или неработающие студенты. Здесь 7 жезлов. Это ситуация, когда вы будете выкраивать время для того, чтобы позволить себе подработать через интернет дистанционно. Или, знаете, как можете даже встречать хейт, сопротивление, но это вас с другой стороны будет закалять. Помимо всего прочего, дно колоды 6 монет. Это выборы для себя, какие-то дополнительные выплаты, дотации, субсидии, может быть, перерасчет пенсии, каких-то надбавок. То есть то, что улучшит или облегчит вашу жизнь. Поэтому здесь хорошие перспективы. Если вы являетесь соискателем, аркан влюбленный. Влюбленные – это всегда ситуация выбора, но вместе с тем помощи и поддержки, то есть, потому что здесь работу помогут найти. Это может быть или ваша вторая половина, избранник, избранница, или ситуация, когда кто-то из близких людей, родственников поможет вам в вашем становлении, реализации и работе. Но будет ли здесь работа? Однозначно да. Более того, может быть несколько вариантов, из которых вы будете выбирать. И выберите тот, который вам по сердцу. Если вы у нас наемный сотрудник, 10 монет. 10 монет – это признание в коллективе, это рост заработной платы, это укрепление, упрочнение вашего авторитета и, может быть, продвижение по карьерной лестнице, но которое будет сопряжено, допустим, с переездом, со сменой места жительства. То есть вы можете развивать другой регион, вам могут поручить какой-то филиал. То есть здесь нести ответственность не только за раскрытие вашего потенциала, но и также за развитие компании. То есть вам будет доверена такая значимая миссия. Если вы владеете собственным делом, то 3 чаш – это праздновать, это карта успеха, это карта заработка, это новые возможности. Опять же, новые бизнес-партнеры, причем иностранцы, с которыми будет легко, продуктивно, комфортно работать. Могут быть какие-то кооперации, сотрудничества, которые принесут и прибыль, и взаимодействие на долгосрок. Поэтому в плане работы здесь не на что сетовать, здесь все прекрасно. Так, вам и закроем, пусть так и будет. Так, и сейчас оценим нишу финансов. Что по финансам у вас? Финансы. Финансы, аркан, справедливость. Непростая карта в плане денег, но тем не менее очень весомая, которая говорит о том, что посеешь, что пожнешь. Карта кармы. Вот какие усилия прикладывали, такую отдачу получите. Опять же, если кому-то помогали, содействовали, может быть, в сложные минуты жизни поддерживали, то опять же Вселенная в рамках этого года воздаст вам старицей. Но сам по себе аркан о чем говорит? Во-первых, о получении денег из официальных источников, например, трудоустройство или легализация вашего бизнеса. То есть вы получили лицензию, начали работать. Опять же, по справедливости, это в судебном порядке инициировать какие-то иски для получения материальной компенсации, для перерасчета или ситуации, когда что-то вам не досчитали, где-то, может быть, обманули, то есть вернуть себе то, что положено вам. У кого-то, может быть, вопросы раздела имущества, с родственниками, со второй половиной или вопросы наследства. В любом случае, еще раз повторюсь, по справедливости это решать все в рамках правового поля, по букве закона, то есть не применяя силу, запугивание или какие-то иные факторы. Давайте сейчас с вами раскроем этот аркан и посмотрим, что здесь по факту. Так. Что мы видим? Жрец, 2 жезлов и 6 жезлов. Прекрасное положение вещей, потому что здесь по арканам деньги приходят из 2 источников. Первое. За счет, если вы преподаете, обучаете, то есть это может приносить вам доход. И еще 6 жезлов как дополнительная какая-то деятельность. Или может быть финансовая поддержка от партнера по браку или от отца, от деда, потому что жрец у нас чаще дедушку символизирует, реже дядю. Ну, то есть какая-то помощь и дотации.
Еще если посмотреть, деньги, которые приходят, повторюсь, официально, легко, и как добиться успеха. Наконец-то выход из состояния застоя. Поскольку здесь двойка жезлов, то она еще также указывает, что помимо какой-то активной деятельности, активного основного заработка, у вас может быть как некий пассивный источник дохода. То есть чья-то материальная поддержка или может быть какие-то официальные выплаты, которые вам положено. Ну из серии вы сдаете недвижимость в аренду или вы сдаете землю в аренду и получаете какие-то там деньги, дивиденды на ежемесячной основе или там раз в год, по-разному, но тем не менее это служит для вас очень хорошим подспорьем. Помимо всего прочего, деньги в рамках этого года будут тратиться на образование, причем существенные суммы, как на вашу, так, допустим, на ваших детей. И если смотреть на переезды, поездки, путешествия, может быть, на смену транспортного средства. Но в любом случае здесь позитивные аспекты по вопросам финансов. Оценим с вами здоровье. Что здесь? Так, на здоровье. Дьявол. Дьявол не самая лучшая карта в плане состояния здоровья. Почему? Потому что чаще всего она показывает зависимость. То есть или от лекарственных препаратов, или пройти протокол лечения. Опять же, борьбу с хроническими заболеваниями. Реже, в совсем таком негативном аспекте или ключе, это может быть влияние деструктивных программ, но, повторюсь, это может быть актуальным там, для 1-5 человек из всего объема тех, кто смотрит данное видео. Поэтому сразу так как не применяйте для себя, для того, чтобы это понять, осознать, это энное количество лет у человека прям должно быть все плохо по всем фронтам. Вот тогда имеет смысл задуматься, а нет ли на вас деструктивных программ. Смотрим и раскрываем, о чем здесь идет речь, на что направлен этот аркан. Королева жезлов, туз чаш, тройка мечей. Так, мои хорошие, смею вас заверить, особенно у тех, у кого тут колода семерка чаш. Сейчас буду объяснять. Первое. Поскольку семерка чаш это у нас находиться в измененном состоянии, то есть это либо те, кто любит выпить, иногда может быть зависимость от препаратов или может быть от каких-то наркотических веществ, то ситуация, когда вам нужно будет справляться с этим при чьей-то помощи, содействию, то есть самостоятельно данный вопрос не решите. Еще называю все как есть. Далее, это пройти протокол и курс лечения для тех, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, в частности, проблемы с кровью и сосудами, на это указывает королева жезлов. И самый итоговый аспект, поймите, есть такое понятие береженного Бог бережет. Тем более одной колоды семерка чаш, это же называется желание попробовать все и сразу. Будьте здесь крайне осторожны в ваших сексуальных контактах. И даже если вам кажется, что у вас верный партнер, партнерша, избранник, берегите себя, потому что есть риск что-то подхватить. Я не говорю, что кто-то вам изменяет. В основном это касается тех, кто у нас свободен или тех, кто часто меняет партнеров. Это больше информация актуальна для вас. Но, повторюсь, береженного Бог бережет, поэтому, пожалуйста, предохраняйтесь. Так, вот такая информация здесь идет по состоянию здоровья. Перейдем с вами к вопросам личной жизни. Что по личной жизни у вас? Колесница. У вас прям как у предыдущего знака зодиака. Смотрите, колесница – это ситуация прорыва. На самом деле карта в плане отношений является положительной, потому что для тех, кто свободен, это может быть знакомство в поездке, в переездах, на расстоянии, там, через интернет, в командировке, то есть по-разному, да, или даже элементарно, знаете, как на СТО, на заправке, то есть все, что напрямую или косвенно связано с автомобилями, или там автоклуб, или дилерский центр, в общем, карта говорит о том, что если вы спрашиваете даже где, то есть велика вероятность знакомства именно в этих местах. Далее, по личной жизни. Для тех, кто в любовном треугольнике, несмотря на то, что здесь две лошади, черная и белая, но так как этот аркан у меня проигрывается на практике, здесь, скорее всего, придется вам сделать выбор, определиться, с кем хотите остаться. Для тех, кто находится в стабильном партнерстве, а стабильное партнерство, для тех, кто у нас впервые на канале, это те, кто длительный период встречаются, то есть от года
или сожительствуют, или состоят в браке. То здесь колесница – это совместное движение вперед, это также может быть совместный переезд, смена места жительства, но в любом случае это, знаете, как совместно тянуть упряжку жизни. Раскрываем с вами данную триаду и оцениваем, что здесь по факту. Что здесь? Так. Что мы видим? Паж монет, рыцарь жезлов, пятерка мечей, дно колоды, восьмерка чаш. Я могу сказать так, в первую очередь здесь почему-то вот прям интуитивно идет переезд, который вы не желаете или не хотите, то есть не стремились. Может быть сопряжен с военными действиями или геополитической ситуацией, которая заставит вас переехать, и это очень существенным образом повлияет на вашу личную жизнь. Почему говорю именно переезд? Даже дно колоды, восьмерка чаш, как покидать текущее место, но с каким-то сожалением. Если смотреть на личную жизнь, туз монет, четверка монет, десятка жезлов. Отношения, которые будут, за которые вы будете держаться, но они будут тяжелыми. Почему? Не потому, что там партнер со сложным характером, а сама сфера влияния или текущих перемен может не совсем благоприятно сказываться на ваших отношениях. Потому что, знаете, как все стрессуют или все находятся в напряжении, может отыгрываться именно в таком ключе. Но, тем не менее, туз мечей, четверка монет и десятка жезлов – это как совместно нести бремя жизни. То есть понимать, за кого стоит держаться, кого, допустим, стоит отпустить. Оценим, как раскроется эта триада карт для тех, кто на данном этапе у нас свободен. Что здесь? Четверка чаш и дно колоды колесо фортуны. Вот именно в тот момент, когда вы будете в состоянии отчаяния и не ждете, судьба вам пошлет кардинальные перемены в жизни. Восьмерка монет. И здесь королева монет. И связано это будет с деловыми контактами или работой. То есть у вас этот человек непосредственно, знакомство, тем более колесница, это может быть командировка или какой-то съезд, симпозиум, семинар. Но познакомитесь вы именно с ним в таковом ключе. Для тех же, кто находится в любовных треугольниках, по умеренности. С одной стороны, вроде как бы карта гармонии и баланса, оставить все как есть. Но сейчас вот раскрываю колоду. Семерка чаш. Трудный выбор. Все-таки придется здесь определяться. Понимать и осознавать, с кем вы останетесь, а с кем вы навсегда распрощаетесь. Ради состояния внутреннего покоя, собственной зоны комфорта. Потому что для вас это будет архиважно. Для тех же, кто находится в стабильных союзах, что у вас? Семерка монет. Ситуация ожидания или выжидания. Чего именно? Для тех, кто находится на расстоянии, чтобы убрать преграду, съехаться. Для тех, кто у нас находится вместе, могут быть это перемены, связанные с переездом, у кого-то с воссоединением с родственниками или возврат на родину. Но в любом случае вы понимаете, что именно только почему-то влияние переезда, я не знаю по какой причине, но говорит о том, что это существенным образом повлияет на вашу жизнь и на зону комфорта. Ну, давайте уточним, что здесь конкретно. Так, паж чаш, император, король чаш. Ну вот именно обретение зоны комфорта стабилизирует ваш союз, укрепит его. Может быть ситуация предложения руки сердца для тех, кто еще не в браке, а для тех, кто в стабильных отношениях, укрепление союза. Поэтому здесь как наладить эмоциональный фон, пойти навстречу друг другу. Поэтому в этом аспекте карты у вас замечательные. Так, смотрим неожиданные события. Что по ним? Неожиданные события. Солнце. Солнце – это прилив сил, это энергия, это ситуация, когда вы проливаете свет на какие-то неясные для вас моменты или сложные ситуации. Или в каком-то смысле увидеть свет в конце тоннеля, потому что солнце – это осветить текущую проблему или ситуацию, то, что вас тревожит. Как она раскроется, эта карта для вас? Двойка монет, король жезлов, башня и здесь паж мечей. Итак, это анализировать, быть или не быть. Вот в чем вопрос. Рассказываем. Для кого-то анализ, стоит ли развивать отношения с королем жезлов или разрушить, то есть отсечь, это первое. И второй момент – это выбор для себя, место жительства, будь то квартира, дом или локация, может быть даже страна, где вы будете проживать. То, что вам даст силы, ситуации защищенности, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Потому что солнце – это как
выстраивать для себя какой-то далеко идущий план. Опять же, почему здесь башня? Башня – это как ваша опора. Это не только создание структуры. Это действительно может быть момент, знаете, как говорю, построить какую-то недвижимость, приобрести недвижимость. То есть по Солнцу сделать свой быт, уют счастливым, комфортным, радостным. Еще двойка монет, король жезлов и башня. И если состояние здоровья, то у кого-то, простите, могут перехватить почки. Обращайте на это внимание, потому что есть тут риск воспалительных процессов. Если оценивать вопросы финансов, то счастье, потому что и деньги из двух источников дохода, и может быть или покупка недвижимости, или если вы арендуете недвижимость, то она вас будет радовать, наполнять энергетически. Поэтому на самом деле карты здесь прекрасные, замечательные, и пусть для вас они отыграются в лучшем ключе. Теперь посмотрим карту года, как основная энергия. Карта года, что здесь? Отшельник. Отшельник – это не вопрос одиночества, это, знаете, больше проявление мудрости, жизненного опыта, обретение для себя не только новых знаний, а то, как вы их будете воплощать. Может быть, конечно, желание побыть интровертом, то есть закрыться от большей части социума, больше времени проводить за своими какими-то увлечениями, хобби, тем, что вам нравится, тем, что вас наполняет и напитывает. Еще, помимо всего прочего, отшельник – это ситуация, когда вы можете уделять свое внимание зрелым родственникам, заботиться о них, беспокоиться о них. Или кто-то даже себе может найти такого духовного наставника, который будет делиться с вами жизненной мудростью и опытом. Раскрываем с вами аркан и оцениваем, о чем здесь идет речь. Так. Королева чаш, колесо фортуны, паж жезлов. Дно колоды тоже отшельник. Вот здесь, если смотреть, это, знаете, интуиция, которая будет работать на вас. А именно, позволит вам оказаться в нужное время, в нужном месте, получить необходимую информацию или связи, которые будут решать ваши проблемы. Как я говорила, обретение мудрого наставника. Еще для некоторых из вас это ситуация, когда вы можете стать для кого-то опекуном. Может отыграться и в таковом ключе. И применение житейской мудрости для изменения социального плана, то есть тут и переезд, и улучшение финансовых условий. Я понимаю, что не могут все представители знака зодиака Весы взять и переехать, но для большей части это действительно будет актуально. Оценим с вами еще совет от карт, что будет здесь. Жрец. По жрецу это больше духовности в жизни. Интерес к культуре других народов, вере, языкам, вопросам религии. Для кого-то будет актуальна тема смена мировоззрения, вероисповедания. Опять же, жить по совести, жить по духу, верить в себя, в высшие силы. Если это касается отношений, отношения открытые, официальные, сочетаться официальным браком. Для кого-то вплоть до того, что заключить брак перед Богом, то есть это вопросы венчания. А большую часть своего времени посвящать вопросам образования, как своего, так и своих детей или внуков. Если заниматься вопросами лечения, то нетрадиционная медицина, это, конечно же, прекрасно, но жрец – это научно-доказательная база, то есть опираться на какие-то доводы, факты, аргументы, на какие-то эксперименты, то есть то, что доказуемо, то, что действительно вы можете применять на практике. Но основной посыл – это жить с верой в себя. Это жить с Богом в душе или в сердце. Повторюсь, не верите в Бога, может быть, высшие силы, Вселенная, у каждого это свое. Но то есть здесь понимать, что вас слышит Вселенское Я, вам помогает, вас поддерживает. Это также может быть обращение к молитве, к медитации, потому что жрец сам по себе говорит о том, что говорите, просите, высшие силы вас услышат. Но помните, что лучшая молитва – это благодарность. Посмотрим и раскроем с вами данный аркан, о чем здесь идет речь. Так, сила, шестерка чаш, маг, дно колоды, четверка жезлов. У вас такие прекрасные карты. Но для многих это может быть вопрос, как я говорю, заключения брака,
Если вы уже в браке, может быть вопрос венчания или празднования годовщины вашей свадьбы, ну так, знаете, с размахом, по-крупному, в качестве совета, потому что это, знаете, принесет какой-то колоссальный опыт, воспоминания, радость. Ну и, конечно же, это обретение силы через знания, через обретение наставника, человека, который будет вас вести по жизни, обучать, наставлять. Причем это касается любой сферы. И если это имело место быть вопросы здоровья, то кто-то из ваших знакомых, из вашего окружения подскажет вам, ну, как дельного специалиста, эксперта, который постарается, так сказать, решить ваши проблемы. Я не говорю, что он решит их полностью или избавит вас от текущего там состояния болезни, но, по крайней мере, может привести в стадию ремиссии. Что хочу вам сказать. Расклад на самом деле у вас получился, как по мне, отличный. На самом деле позитивные события. Да, здоровье немножко тут как бы акцент, на который нужно обратить внимание, но не бывает, знаете, такого, что по всем фронтам идеальный год. Где-то какие-то грехи все-таки случаются. В любом случае, несмотря ни на что, я вам искренне от всей души желаю самого-самого потрясающего года, чтобы вы были счастливы, благополучны, самодостаточны, здоровы, любящими и любимыми. Причем, чтобы это было взаимно. И самое главное, ярко вам в жизни, эмоций, впечатлений. И найти свой путь, свою миссию, свое предназначение. Потому что именно это добавляет вкус к вашей жизни. Я вас благодарю за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. Услышимся в следующих видео.